Привет, рукодельница! В этом видео я покажу, как связать мягкий, нежный и теплый плед. Вязать буду из плюшевой пряжи Alize Puffy, желтым цветом, номер 509. Кто не знаком с этой пряжей, она состоит из уже готовых петелек, и вязать мы будем руками. Если вы уже определились с размером будущего пледика, то рассчитать количество моточков очень просто. Воспользуемся формулой x умножить на y и умножить на 7,25. X это длина нашего пледа, y ширина, а 7,25 это количество мотков на 1 квадратный метр. Например, я буду вязать плед размером 90 на 90 сантиметров. Значит, мне нужно 0,9 умножить на 0,9 и умножить на 7,25. Получится 5,8. Округляем, и у нас получается 6 мотков. Давайте возьмем плед побольше, например, 150 на 200 сантиметров. 1,5 умножаем на 2 и умножаем на 7,25. Получим 21,7. Округляем, и выходит 22 мотка. Если вы хотите сделать обвязку края, то нужно добавить еще несколько мотков. Для пледа 90 на 90 мне хватит одного. Подробнее про обвязку смотрите дальше в этом видео. На сегодняшний день очень много узоров. Колосок, косичка, сердечки, ромбики, елочки, зигзаг, соты, волна и так далее. А в этом видео я покажу, как связать плед узором плетенка, или его еще называют корзинка. Мне очень нравится этот узор не только внешне, но и потому, что вязка более плотная. В этой табличке вы можете увидеть ширину изделия и нужное количество петель. Я буду вязать шириной 90 сантиметров, значит нужно набрать 54 петли. Если у вас ширина, например, 125 сантиметров, то набирайте среднее количество петель. Но учтите, что для узора плетенка нам нужно четное количество петель. И еще, если вы будете делать обвязку края и при этом не хотите увеличивать размер пледа, тогда изначально убирайте 2 петельки. Ну все, хватит болтать, давайте уже вязать. В самом начале нам нужно оставить небольшой хвостик, поэтому разрезаем первую петельку. И теперь отсчитываем нужное количество петель. На всякий случай ставим маркер. Можно использовать шпильку, заколку или ниточку другим цветом. И проверяем еще раз количество петель. Если вы вяжете первый раз, то советую расправить все петельки, чтобы они не перекручивались. Берем 2 петельки перед маркером и скрещиваем их.
Вот так. Правая петелька будет сверху. И продеваем петли с рабочей ниточки сюда и вот сюда. Снова берем 2 петельки, скрещиваем, правая петелька сверху и провязываем одну петельку и вторую. Далее снова берем 2 петельки, правую петельку кладем сверху, скрещиваем и провязываем. То есть, если мы вяжем с вами справа налево, то петелька, которая справа, будет сверху. То есть мы вяжем по направлению вязания. Повторяем. Берем 2 петельки, скрещиваем и провязываем. Вот мы и закончили первый ряд. Теперь начнем вязать второй. Моточек с пряжей для удобства перекладываем в правую сторону. Первую петельку во втором ряду мы провязываем как обычную лицевую. Следующие 2 петли мы скрещиваем, но теперь уже наоборот. Если в первом ряду мы клали правую петельку сверху, то теперь это будет левая. Далее снова берем 2 петельки,
левую кладем сверху и провязываем. Снова 2 петельки, перекрещиваем и петельками с рабочей нити мы провязываем. Также не забывайте выравнивать петельки, чтобы они не скручивались. В конце второго ряда у нас остается одна петелька. Мы ее провязываем обычной лицевой. Третий ряд мы вяжем точно так, как и первый. Берем 2 петельки, скрещиваем их, правую кладем сверху и провязываем петлями с рабочей нити. Далее снова берем 2 петельки, их скрещиваем и провязываем. Вяжем самостоятельно и встретимся в конце этого ряда. Как нам понять, нужно ли вначале провязывать обычную лицевую петлю? Все очень просто. Нужно смотреть на узор. Вот смотрите, вот здесь 2 перекрещенные петельки и вот здесь. Нам нужно скрестить вот эти 2 петли, которые посерединке. И у нас остается первая одинокая петелька, так сказать. Вот мы ее и провязываем. Четвертый ряд мы вяжем точно так же, как и второй. Первые 2-3 ряда вам нужно будет запомнить, какая петелька кладется сверху и где нам нужно провязать еще одну дополнительную лицевую петлю. Но потом, когда рисунок уже станет явным, вязать будет очень просто. Ну все, я уже связала один моточек, у меня вышло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядочков и еще чуть-чуть. И сейчас я покажу, как присоединить новый моток. Если у нас здесь нет хвостика, не осталось, то нам нужно последнюю петельку разрезать. И получится вот такой вот хвостик. А здесь у нас уже есть небольшой хвостик, но я хочу сделать его длиннее, поэтому тоже разрежу первую петельку.
Вот этом месте нам нужно будет сшить нитками. Я пробовала несколько вариантов, как можно соединить два моточка. И это для меня наиболее подходящий. Пробовала я делать узелки, но соединение получается очень толстым, поэтому рекомендую сшивать все ниточкой. Вот такие два хвостика получились. Можно их еще вот здесь вот пришить и вот здесь. Еще хочу сказать, чтобы вы иногда посматривали на изнанку и проверяли, не пропустили ли вы петли. Бывает такое, что заканчиваешь уже изделие и замечаешь в самом начале пропущенную петлю. Можно, конечно, распустить все, а можно эту петлю просто срезать и пришить две соседние петли вместе. Я уже почти связала плед, осталось всего 3 ряда. И хочу кое-что вам еще рассказать, посоветовать. Когда вы вяжете плед, все то, что вы уже связали, находится возле вас. И приходится его вот так вот скручивать или складывать. Это не очень удобно. Поэтому я, связав рядов 15-20, переворачиваю изделие и вяжу уже на себя. Вот таким образом. Принцип вязания остается тот же. Единственное, что меняется, это то, что рабочая нить теперь находится перед вами. А сейчас я покажу, как сделать обвязку края. Вот эти петельки мы не трогаем, так их и оставляем, а будем провязывать вот эту сторону. Если вы закончили вязание с другой стороны, ничего страшного, чуть позже я покажу, как провязать ее. Так, смотрим, куда нам нужно протянуть петли. Наверное, вот эти вот. И вот сюда. Итак, начнем. Берем петельку с рабочей нити и продеваем вот сюда. И еще одну. Так, давайте, наверное, либо сюда. Так, где будет лучше? Наверное, вот сюда, да. Продеваем.
Дальше вот эту, которая торчит петелька, тоже просовываем петлю. Так. Повторяем еще раз вот сюда и вот сюда. Вы можете выбрать на свое усмотрение любые петли, но мне нравится вот так. Если вы будете вязать этим узором, то делать обвязку рекомендую, так как при вязании петли смещаются, поэтому край получается неровным. Продеваем последние петельки с этой стороны. Продеваем вот сюда в углу и рядышком еще одну. Вот так вот. И поворачиваем наш плед. Теперь будем вязать вот эту сторону. Будем продевать петли вот сюда. И между вот этими петлями. Вот сюда. То есть как бы между каждой петелькой, которую мы с вами набирали. Вот сюда. И теперь разводим вот эти две петли. Вот тут. Между ними, вот тут, и продеваем. И так до конца по этой стороне. Это та сторона, с которой мы начинали наше вязание. Снимаем маркер, можно было его еще раньше снять, и довязываем последние петельки.
По углам я провязываю одну дополнительную петлю. Разворачиваем наш плед и будем протягивать петли по этой стороне. Так, смотрим, куда протягивать здесь. Я думаю, вот за эту петельку и вот сюда. Так, протягиваем одну. И вот сюда протягиваем. Опять за вот эту петельку. И сюда. Заканчиваем эту сторону. И теперь у нас по всему периметру вытянутые петли. И мы будем протягивать в них петли с рабочей нити. По каждой стороне еще раз. То есть мы сейчас провязываем с вами обычные лицевые петли. Ну все петли уже вытянуты, осталось вот провязать еще 2 и будем закрывать наше вязание. Теперь обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Я использовала 7 мотков для пледа размером 90 на 90, и вот столько пряжи у меня осталось.
Начинаем закрывать петли. Можно в эту сторону, можно в эту, как хотите. Смотрите, тут дальше решайте сами, в какую сторону поворачивать петельку. На себя или от себя. Но главное, чтобы все петельки поворачивались в одну сторону. И сейчас мы будем продевать одну петельку в другую. Получается вот такая вот косичка. С помощью такой обвязки наш край становится ровным и красивым. Продеваем последние петли. Хвостик тоже ныряет в эту петельку. И в соседнюю. Можно обмотать еще между вот этими петлями. И потом вот здесь пришить. Но я сделаю по-другому. Этот хвостик я просто закреплю вот здесь. Ну все, вязание мы с вами уже закончили. Осталось только спрятать хвостики. Я буду прятать их с помощью крючка между петельками и в конце закреплять нитками. Старайтесь продевать хвостики так, чтобы не испортить узор.
Вот такой мягенький и нежный пледик у меня получился. Надеюсь, и у вас тоже. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, ведь скоро выйдет много интересных видео. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.